Дорогие мои подписчики, говорит Москва, все остальные работают. Вы на канале Поли Стич. Сегодняшний мастер-класс – это объяснение в любви. Я вас обожаю. Радикальных перемен на канале не будет. Но буду очень благодарна, если вы поможете сделать мне субтитры на разных языках. Для этого в комментариях под вашим любимым видео можете написать текст на вашем родном языке, а я их вставлю в ролик. Помогите, пожалуйста, сделать канал лучше. Ну что делать? Люблю вас. И еще люблю мелкие лоскутки и кромки. На листе бумаги сделала выкройку, вырезала шаблон. В качестве основы взяла кусок хлопчатобумажной ткани. На него перенесла контур будущей заготовки. Ткань берем с запасом. А теперь из всей массы обрезков выберем нужные нам цвета. Одна деталь у нас будет речка или море. И для нее мы возьмем синие и голубые лоскутки. Другая – цветущий лук. Нужны будет зеленый и голубой. В центр заготовки положим красивый красный лоскутик. Хорошо ли тебе, девица? Хорошо ли тебе с красного? Кусочек ткани лучше сделать пятиугольным. У меня остались кромки. У них один край плотный, он не осыпается. Поэтому будем их просто нашивать сверху. Нитки можно не обрывать, просто сделать на машинке несколько стежков назад. Освободить место для следующей полоски. Нашиваем в технике крейзи по спирали. Длинные концы сразу же подрезаем. Цвет ткани берите тот, который вам нравится, и тот, который подходит по размерам. И все-таки рекомендую первый виток спирали сделать оттенками одного цвета и одной насыщенности. А второй виток можно прошивать более светлыми лоскутиками. Так постепенно, шаг за шагом заполняем всю основу. Деталь у нас маленькая, зашивается очень быстро. И как раз в этой работе хорошо использовать кромки и узкие кусочки. Тогда будет красивое мерцание цветом. Лоскутками заполняем основу и немного выходим за нарисованный контур. А лишнее потом подрежем. Следующую деталь оформляем в сине-зеленых тонах. Это у нас будет цветущий лук. Никаких точных расчетов и размеров не даю. Мы ведь не знаем, что именно вам под руку подвернется. Нашили небо, линию горизонта, а дальше уже зелень и родные просторы. Единственное, помним про перспективу. Ближе к линии горизонта ткани темнее, а на переднем плане светлее. Переходя улицу на зеленый свет, верьте в торжество справедливости. Если у вас лоскутик с открытым срезом, то подогните его и пришейте. Можно примерить деталь, посмотреть, как она будет смотреться в рамке. И, конечно, подрезаем лоскутки, которые выступают за края. По такому же принципу нашиваем синие и голубые кусочки. Поиграйте с цветом. Посмотрите, как вам больше нравится. А вообще, не умеешь петь? Не пей. Не переживайте. Если вам кажется, что что-то не так, готовые картины получаются совсем маленькие, и все будет смотреться очень хорошо. Из джинсовой ткани выкроила квадраты 21 на 21 сантиметр. На лицевую сторону накладываем кусок вспомогательного материала.
я решила взять клеевой флизелин. Его укладываем клеящей стороной наверх. Намечаем место для аппликации и закалываем булавочками. По контуру прокладываем строчку. В общем, следите за тем, что все идет хорошо, только мимо. После этого вырезаем внутреннюю часть, оставляя небольшой припуск. Аккуратно делаем надсечки, не доходя до шва, на 1-2 мм. Припуск отгибаем наизнанку и аккуратно подшиваем иголкой с ниткой. Вся технология называется обратная аппликация. Таким образом можно зашить дырки на одежде, а можно еще внутрь потом подшить ту же самую тесьму вьюнок и таким образом оформить какую-нибудь вышивку, либо еще какую-то другую аппликацию. Полученные заготовки тщательно проутюживаем. При этом клеевой флизелин укрепляет края. Намечаем место для наших миниатюрок и зацепляем их иголочками. Перед дальнейшей работой лучше их все-таки по краю прошить иголкой с ниткой. Закрепляем нашу картинку в рамке. По краю прокладываем строчку на расстоянии 1 мм от края, а потом можно сделать еще одну, отступив 5 мм. Разложим все детали в нужном порядке и наметим линии пришива. Сшили верхние 2 детали, прошиваем следующие, а потом по лицевой стороне сделаем отделочные строчки. После этого сошьем все детали вместе и также сделаем отделочные строчки. Вот такая красота у меня получилась. Размер заготовки 42 на 42 сантиметра. Все вышло случайно, хотя так и планировалось. Честно говоря, думала, что это будут заготовки для подушки. И шила все просто по вдохновению. А теперь чувствую, что чего-то не хватает в центре. Девочки, милые, может что-то посоветуете? Как сделать эту композицию более выразительной? Пока отложу эту заготовку в НЛО. Незаконченные лоскутные объекты. Видимо, ее время еще не пришло. Напомните мне, пообещать вам чего-нибудь. Конечно, из этих заготовок можно сделать просто прихватки для кухни. Хотя самые горячие женщины бывают в бане. Нет, уж очень выразительные картинки получились. Мне их жалко на кухню. В общем, жду ответа, как соловей лето. Пишите комментарии, подписывайтесь. Желаю вам счастья, здоровья и творческих узбеков, особенно когда откроют границы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!